Минни и Джоэл ехали домой, наслаждаясь тишиной вечера. Автомобиль скользил по влажной дороге, отражая фонари, а в голове Минни все еще звучал рассказ Мадлен. Как мог ожерелье столько лет быть утерянным и вдруг выплыть из чрева рыбы? Она смотрела на кольцо на своей руке, вспоминая, как ее сердце бешено билось, когда они вернули украшение. Джоэл время от времени бросал взгляд на ожерелье, как будто не верил, что такое чудо произошло с ними. По дороге они заговорили о том, как много означает честность и доброта. «Представь», — сказал Джоэл, — «если бы мы решили оставить кольцо при себе, никто бы не узнал, что это принадлежало кому-то еще. А так, мы нашли нужные людей». Минни улыбнулась в темноте. Она всегда знала, что маленькие поступки могут иметь большой вес. Вернувшись домой, Минни положила все пойманные рыбы на разделочную доску. Свет лампы на кухне был мягким. Рыбы блестели чешуей, пахли свежестью озера и специями. Она взяла нож и медленно начала потрошить. Вдруг ее рука остановилась. Под ладонью она почувствовала еще что-то твердое. «Джоэл, подойди ко мне». Джоэл подошел, вздохнул, ожидая еще одной мелочи сюрприза. Но это оказалось не украшение, а маленькая записка, свернутая и запечатанная чем-то водонепроницаемым. Минни осторожно развернула бумажку и увидела надпись: «С любовью. Ты найдешь меня там, где начиналось все». Чернила были немного размазаны, как будто бумагу намочили, но сами буквы были различимы. Они переглянулись. Кого эта записка могла быть? И почему она была спрятана в рыбе? Минни почувствовала холодок по спине. Вспомнила рассказы старожилов озерной местности, что много лет назад тут жили семьи рыбаков, и одна из них — художник, чья жена часто надевала подвеску якорь, украшая свой образ. Возможно, кольцо и ожерелье когда-то принадлежали этой семье. Возможно, записка — это часть ее истории. Они решили, что завтра посетят местный исторический музей и библиотеку, чтобы поискать архивы, старые газеты. Может быть, они найдут упоминания, возможно, фото, возможно, даже письмо. Джоэл предложил: «Если это записка, правда, мы сможем раскрыть еще одну часть истории, а может даже соединить поколения». Минни кивнула. Следующим утром ветер был свежим, утреннее солнце играло на поверхности озера серебристой гладью. Минни и Джоэл с кольцом и запиской шли по тихому берегу, дыхание легкое, в голове так предвкушение открытия. В библиотеке среди пыльных полок Джоэл вытаскивал старые газеты, фотографические архивы, журналы, брошюры, касающиеся местных семей рыбаков. Минни рассматривала фотографии. И вот, в газетном вырезке 1952 года она увидела женщину с ожерельем-якорем, почти точно таким же, как то, что они нашли. Подпись: «Мадлен Харрис, жена Джонни Харриса, отмечает первую годовщину свадьбы». Рядом фотография семейного праздника. И на шее Мадлен ожерелье. Минни сжимает газетную вырезку. Пальцы дрожат. Джоэл достает кольцо и сравнивает форму якоря, гравировку. Все совпадает. Записка же, судя по почерку, похожа на почерк человека, видного на второй фотографии. Возможно, это дочь Мадлена или родственница. Они улыбаются и чувствуют, как будто прикоснулись к чьей-то давно погасшей памяти. Вернувшись домой, Минни готовит обед из филе бауфина, аромат специй разносится по дому, но теперь каждая специя, каждая капля соли, все напоминает ей о чуде, случившемся с ней и Джоэлом. На кухонном столе кольцо лежит на салфетке, записка рядом, а Минни смотрит на них с благодарностью. Джоэл приносит хрупкую рамку и вставляет в нее фотографию из газеты, копию, и кладет ее на полку. «Чтобы никогда не забывать», — говорит он. Позже вечером, когда звезды зажглись над озером, они сидят на веранде, слушают плеск воды, запах мокрой травы. Минни положила кольцо на ладонь. «Посмотри», — шепчет она, — «все это началось с рыбы». Джоэл кладет руку на ее плечо. Да, и рыба, и записка, и жизнь. Все переплелось. Кошка, но не кошка. Кольцо и ожерелье — все это стало частью их общей истории, более широкой, чем они могли представить. И вот уже многие годы спустя дети пары приходят в гости, рассказывают, как бабушка Минни и дедушка Джоэл нашли сокровища в рыбе, как они вернули их и как записка вела их к прошлому. Кольцо и ожерелье висят в доме, не как украшения,
а как символ надежды, связи поколений и веры в чудо. Минни уже с седыми волосами смотрит на кольцо и улыбается. Жизнь иногда готовит сюрпризы, когда мы меньше всего их ждем.